Привет! Я очень давно хотела вам показать эту магию. Это просто феерия цвета. И вот, наконец-то, до меня дошли все нужные материалы. Вполне вероятно, что подобную технику вы уже видели у американских блогеров. Это еще называют чашкой Петри. И я, когда увидела в первый раз, была в полном восторге и не могла не попробовать это сама. Ну и, соответственно, не могла не рассказать об этом вам. Речь идет об использовании спиртовых чернил в эпоксидной смоле. Но я столкнулась с той проблемой, что они не производятся и даже не продаются на территории России. Ну или, по крайней мере, я не нашла. Если вы знаете места, где их можно приобрести у нас, то пишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Я пока искала, видела рецепты самодельных чернил, и я бы попробовала даже это сделать, и сравнила бы их с покупными, но не сегодня. Я решила заказать на Амазоне именно те чернила, которые были в видео, которые я увидела, благо девушка оставила ссылку на них, но там не было доставки в Россию. И тогда я воспользовалась бьюти-почтой Liza On Air, и мне все, наконец-то, дошло в целости и сохранности. 9 цветов и куча вариантов использования. Использовать буду смолу Epoxy Crystal Plus и свою любимую силиконовую форму от PBO. Как обычно, по пропорциям замешиваю смолу и разливаю по формочкам. А дальше, судя по видео, надо просто капать чернила на смолу. Ну, я и стала капать. Много капель нужно было или мало, я не особо понимала. А результат можно увидеть только после полного застывания смолы через 48 часов. Когда капаешь темные цвета, не особо видно, что там происходит. Но стоит только добавить белый, например, как начинаются просто шаманские танцы цвета. Исчезновение, бурление, появление — это какая-то магия. И я же знаю примерно, какой результат ожидать после затвердевания смолы. И думаю, ага, сейчас сниму классный крутой ракурс, которого еще ни у кого не видела. Ага. И я закрепила половинку пластмассового шара, знаете, такие под Новый год декор внутри можно делать, на настольную лампу. И безумно боялась, что он у меня свалится, потому что он держался у меня только вот за эту пимпочку. А я же планировала туда смолу наливать, а у меня же прямо под ним камера лежит. Затаив дыхание, стала наполнять его смолой, а затем постепенно капать эти чернила. А ничего не происходило. Они просто оставались на поверхности. И я думаю, черт, что же это получается? Все те брошки, которые я завела там, не получится? Думаю, может это делается за счет того, что краситель вливается сильной струей, потому что он же должен проникать в смолу, а ничего подобного. Даже когда я вливала его струей, он пробивал смолу, но потом поднимался обратно на поверхность. А фишка еще в том, что я же красители лью, и прилично так, а они оставались прям толстым слоем просто сверху смолы. Думаю, это провал, но в глубине души интрига все еще была. Я сняла полусферу и оставила ее сушиться в баночке вот так. Меня было не остановить, мне хотелось понять, в чем дело. Я стала заливать форму с кристаллами и пыталась простукивать их палочками. Ну, мало ли, те люди что-то скрывали и делали что-то вне съемки видео. И нет бы подождать результата. Нет, мне тогда хотелось все и сразу. Потом думаю, так, стоп.
Те женщины, которых я видела на видео, делали чашки Петри, круглые и плоские. Какая у меня есть форма круглая и плоская? Часы. Стала заливать часы. Убрала вручную крупные пузыри и дождалась выхода мелких. Стала капать красители, как было в тех видео. Да, я их пересмотрела. Просто маленькими аккуратными каплями. И знаете, под такое можно включать классическую музыку. Это просто феерия цвета. Причем даже если перестать капать, краска все равно продолжает двигаться. Это словно обрядные танцы перед проникновением в смолу. Через 2 дня наконец-то все застыло. Там, где я добавляла много темных красителей, разглядеть что-либо можно было только с помощью фонарика. И это похоже на что-то инопланетное. Но там, где белые или светлые цвета, я лучше оставлю без комментариев. Особый восторг у меня был от фиолетового сердечка и радужного круга. Это нечто. А вот желтый с оранжевым стал похож на апельсиновую корку. Но когда я увидела вот это сердечко и радужный круг, мне уже больше ничего не надо было. И я поняла, что это успех. Однако, как показывает эта форма, для полностью успешной заливки нужно приноровиться работать с этими цветами, научиться их правильно сочетать, чтобы не было сплошного темного пятна. Хотя, если в этом темном пятне, лишь присмотревшись, можно разглядеть что-то особенное, да еще и если это можно сделать только с фонариком, в этом же тоже есть смысл. Ладно, давайте дальше. Кристаллы. Я раз и навсегда поняла, что лить много красителей в данном случае не вариант. Просто цвет спускается со временем, пока смола застывает. И там, где вы видите дырочки, пористую структуру, это не смола, это слой красителей, который тоже высох. И этот вот зимний кулон с огнем внутри, кстати, весьма неплох. И часы. Это провал. Это оказалась очередная кривая форма. Кто смотрел видео про часодеев, сейчас меня поймет. Я тогда заливала тоже часы и думала, что криво положила форму под углом, поэтому у меня там все стекло. Не, ребят, просто эти формы я покупала вместе у одного продавца, благо теперь они больше недоступны, и я вам внизу в ссылках в описании оставляю другие, те же формы, но от других продавцов. И, короче, я их выкинула. Не часы, а формы. Благо у меня была другая форма, которую я покупала самую-самую первую, из которой я делала часы космические, где было много-много блесток. И я стала использовать ее. Мне кажется, сумбурно сейчас так сказала, но меня это выбесило. Если бы здесь все было ровно, результат был бы очень крутым.
Я, как вам уже сказала, взяла другую форму под обычные часы и цифры в ней залила смолой с золотым красителем. Как я это заливала дальше, я уже не снимала, потому что процесс точно такой же, а результат вы уже видите. Вполне себе интересный, и что самое главное, все ровно. Прикрепляю часовой механизм, стрелки и готово. Надеюсь, это видео было для вас интересным и полезным. Творите больше. Пока!